Итак, проповедь называется, вы уже видели, наверное, афишу, «Шалом». Многие спрашивали, ну не многие, но из тех, кто со мной общался, многие и в этом количестве спрашивали, почему я так приветствую людей, почему я так здороваюсь, почему не здрасте, почему я не произношу вот этот э, часто встречающийся в христианских кругах термин «приветствую», а использую это еврейское слово. Некоторые думали, что я такой азербайджанский еврей, были удивлены, что я не совсем еврей. Хотя, кто его знает, моя бабушка имела отчество Иосифовна, то, скорее всего, где-то там, если покопаться, то можно найти еврейские линии 100%. Но у меня простое, ну, два объяснения. Во-первых, шалом пишется намного быстрее в смс-ках, чем здравствуйте. Оно короче многих русских вариантов, ну, длиннее, чем привет, хотя, наверное, даже не длиннее. Но э, мне вот оно понравилось, потому что когда я узнал смысл этого слова, оно особенно меня зацепило. И слово шалом на самом деле имеет очень-очень глубокий смысл. Простой перевод это мир, но более глубокое еврейское понимание, иудейское понимание этого термина шалом обозначает не просто мир в отличие от войны, а мир как полнота во всех смыслах и самореализация во всех сферах личности человека. Человека и социума, в котором находится этот человек. Вот так евреи понимают это слово шалом. Шалом – это восполнение всех базовых и самых высоких нужд человека. Если по пирамиде Маслоу смотреть, то вот все уровни, которые там отражены, шалом удовлетворяет. И даже более того, светский мозг задает вопрос, интересно, а что еще более того? Так вот, именно здесь как раз выходит на арену дух, который и объясняет, что мы не только на душевном, на физиологическом уровне имеем потребности, но у нас есть еще и духовная потребность. И вот об этом я сегодня поговорю, о том, в чем мы нуждаемся, что Господь для нас имеет и как это приобрести. Особенно в такой сложной ситуации. Я скажу, что сейчас и Россия, и Беларусь, и Украина, и вчера мы общались с моим другом из Канады, там тоже очень сложная ситуация. Конечно, не такая сложная, как в Беларуси, и России, и Украине, но они уже там чувствуют надвижение, приближение более серьезных процессов. Короче говоря, весь мир сейчас находится в ситуации, когда каждый человек может осознанно и с чувством ответственности сказать, мне нужен шалом. Вот мне лично нужен шалом. Не просто отсутствие войны, как часто нам говорили и вменяли в достоинство или заслугу некоторых товарищей, что вот у нас войны нет и слава богу. Так вот, все не так однозначно, и очень хочется, чтобы не просто не было войны, а хочется, чтобы были восполнены нужды человеческие, восполнены нужды человека, и самая главная нужда не просто безопасность, а самореализация. И давайте, чтобы разобраться с этим, я приглашаю вас в Ветхий Завет. Ветхий Завет, и сначала давайте прочитаем то место, которое есть в афишке. Исайя 26:3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Вот этот термин, который переведен на русский язык «совершенный мир», это и есть шалом. Совершенный мир – это тот мир, который дает Господь человеку. Это мир в душе, внутренний мир, мир человека с самим собой. Это мир с окружающими людьми, мир, направленный вовне.
то есть взаимоотношения с людьми радушные, гостеприимные, дружелюбные, безопасные, не угрожающие. Отношения поддержки друг друга, внимания друг к другу. Или есть еще такой термин, как забота. Забота друг о друге. То есть между людьми вот какой мир должен быть. И третий мир — это мир с Богом. Мир в отношениях человека и его Творца, его Создателя. И вот эти три направляющие, три вектора, вертикаль, горизонталь и вектор, направленный вовнутрь, вот эти три вектора, они, когда они работают, это и есть шалом. И проблема в том, что люди сейчас испытывают, беда просто, люди испытывают горе, люди испытывают страдания, боль, и смерть, болезни. Именно вот проявление этих проблем как раз очевидны в двух векторах, когда человек мучается и страдает в отношениях, когда непонятно, что будет завтра, когда одни угрожают другим, когда кровь проливается рекой, людей убивают, насилуют, относятся к ним несправедливо, без суда и следствия, сажают в тюрьмы, избивают, и с другой стороны ярость, злоба, желание мести формируется в обществе, где должен быть мир и порядок, и покой, и взаимная любовь, но этого нет и, судя по всему, не скоро предвидится. С другой стороны, эта вся внешняя атмосфера формирует внутри человека просто ужас, бурю и когнитивный диссонанс, и люди страдают не только психическими, от психологических проблем, но и физиологически, потому что психосоматика штука такая, что она формирует, вернее, генерирует процессы в костях, боль, страдания, муки на биологическом уровне, люди болеют, как говорят, все болезни от нервов, именно от того, что происходит снаружи, это транслируется вовнутрь, и человек мучается. И муки его, мучения человеческие, они, конечно, высвобождают два направления в мыслях. То есть, Бог, где ты, помоги? Или вторая мысль, Бог тебя нет, нет суда, нет справедливости и Бога нет. И вот эти два диаметрально противоположных вывода, они приводят в еще большую прострацию человека, и приходит мысль о том, чтобы просто закончить этот цирк, закончить этот беспорядок, и мысли о самоубийстве одолевают очень многих людей сейчас. И во всем вот в этом хаосе есть еще одна составляющая, которую на самом деле большинство людей упускает. И удивительно, что Исаия описывает не просто ситуацию, он ключ дает. Посмотрите, что он говорит. Твердого духом ты хранишь. То есть он обращает внимание на то, что совершенный мир приходит не из человеческого внутреннего состояния. Там ничего нельзя найти путнего, если сравнивать христианство или иудаизм с буддизмом, например, или индуизмом, или многими восточными практиками, потому что люди пытаются найти мир там, а там его нет. Можно попытаться изобразить себя в каком-то высшем состоянии, погрузившись в нирвану, но потом тебе звонят в дверь и говорят: вы налоги оплатили, и ты выходишь из нирваны и идешь в налоговую. Все. На этом твоя практика заканчивается. Или когда дети начинают кричать, что они хотят кушать, или там счета приходят за электроэнергию. Но Исаия говорит о том, каком-то твердом духе. И здесь мы видим уже совершенно другую составляющую, третью составляющую, которая отвечает за отношения человека и Бога. И здесь вот на этом этапе я предлагаю вам пойти еще раньше в Бытие, в самое-самое начало. 6 глава. Бытие 6. Вообще, это я сейчас перечитываю Бытие,
И я вам скажу, что я совершенно по-другому вижу эту книгу. Я вижу то, чего не видел раньше, потому что был молод и, прямо сказать, глупее, чем сейчас. Э, Многие вещи я просто упустил. От этого, кстати сказать, очень многим людям неинтересно читать Библию, потому что по глупости своей, вот именно так, по глупости, по несмышленности своей, мы часто пропускаем такие сакральные вещи, такие глубокие вещи, которые по факту являются ключами для того, чтобы открывать последующее чтение. Но поскольку мы это упускаем, нам очень сложно воспринимать Библию как книгу, которая действительно дает пищу, дает воду, живую воду. И я попытаюсь чуть-чуть приоткрыть завесу. То, что мне вот открылось, я хочу поделиться с вами. Итак, смотрите, Бытие 6:8. Давайте, ну, может быть, 7, давайте, 7 стиха. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Нужно понимать, если в самом начале, с самого начала эту главу прочитать, вы уже наверняка ее читали, Бог был возмущен поведением людей на земле. То есть то, что он увидел в отношениях между людьми, это было настолько противно, отвратительно его очам, его сердцу, его замыслу, что он принимает удивительное решение – уничтожить. Вот такое чувство, как будто человек писал письмо, потом понял, что все не то, скомкал, бросил в огонь. Вот что-то подобное было в это время. Бог расстроился, Бог огорчился, написано раскаялся, что он вот это создал. Хотя ситуацию, которая его возмутила, создали люди, но он был в гневе, в ярости и в сокрушении от того, что натворили люди, его творение с той землей и с тем сообществом, которое к тому времени уже расплодилось и размножилось. И если внимательно читать, то вы увидите, что все, что там происходило, происходит и сейчас по факту, в той или иной степени. Люди были злы, они были агрессивны. Это было необузданное в плотских похотях общество. Это было исследователи и богословы, именно те, которые изучали и изучают Тору, вникая в термины, которыми написана Тора, говорят о том, что грех сексуальный, грех насилия, грех чревоугодия, он был настолько распространен, хотя понятия греха до 10 заповедей по факту не было, но то, что происходило между людьми, на уровне элементарного осознания совестью не вмещалось ни в какие рамки. Всякая плоть извратила свой путь. Даже животный мир был изуродован, извращен. И здесь столько много пластов. Ну, кто-то скажет, ну, конечно, земля проклята. Земля в еврейской культуре, в еврейском понимании является, ну, скажем так, существом духовным. Потому что проклятие имеет смысл только в отношении духовных личностей. Бездуховные существа не нуждаются ни в проклятии, ни в благословении. Так мыслят евреи. И когда, во всяком случае, так мыслили они в древности, немного что изменилось. И когда Господь после грехопадения Адама заявляет: проклята земля из-за тебя, заметьте, не человек, а земля,
то это означает, что Бог проклял среду, в которой находился человек. Это все равно, как полить керосином или кислотой землю, а потом в нее бросить семя и рассчитывать на урожай. То есть среда, в которой находился человек, была проклята из-за грехопадения человека. И Бог показал, каким образом это будет проявляться. Тернии и волчцы. И это не просто про растения. Он говорил не столько про траву, сколько про ситуацию, которая будет тебя сопровождать в твоей жизни. Боль, страдания, мучения будут сопровождать человека, будут окружать человека в той земле, в которую я тебя изгоняю из Эдема. Удивительно, что во всем этом хаосе, во всем этом безумии, которое творилось к моменту, понимаете, 7 поколений прошло до потопа. И поражает, что среди, вы только вдумайтесь, среди этого безумия люди жили, несколько сотен тысяч человек наполняли землю к тому моменту. И не было ни одного человека, на котором можно было остановиться и сказать, вот он праведен, кроме Ноя. То есть Библия говорит, 8 стих, Ной же, не потеряйтесь, Бытие 6 глава, 8 стих, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот, вообще это удивительно, запомните эту мысль. Ной обрел благодать. То есть всех Господь решил уничтожить, а Ной обрел благодать. Почему? Дальше описывается. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Это тоже интересная мысль. В еврейской культуре качество человека оценивается не только вот в сию секунду, но и в отношении времени. И опять же, термины, которыми описывается вот это состояние Ноя, говорят о том, что вот для той культуры в роде своем, вот в этом поколении, Ной был неплох, в отличие от всех остальных. То есть, если его сравнить с догреховным Адамом, то, конечно, у него были проблемки. Но по сравнению с теми людьми, которые наполняли ту землю в момент жизни Ноя, а надо сказать, что годы жизни были тогда до 600, до 700 лет, то вы понимаете, что по сравнению со всеми этими людьми Ной выделялся. Ной ходил перед Богом. Вот чем он выделялся. Ной был праведен и ходил перед Богом. Я полагаю, что он именно потому и был праведен, что ходил перед Богом. И здесь немножко отвлечемся на... существуют такие, знаете, стереотипы мышления, когда люди говорят, не мы такие, жизнь такая, вот эта жизнь нас вынуждает быть такими волками, с волками жить, по волчьи выть. То есть существует такая, грубо говоря, отмазка для человека. Ну а что ты хочешь, мы в таком мире живем, хочешь жить, умей вертеться. И мы становимся такими, как Лот когда-то стал частью такого странного народа, и он ассимилировавшись духовно с этими людьми, стал таким же. У него появились такие же привычки, такие же мысли. Он дочерей своих хотел отдать этим людям. То есть, вместо того, чтобы стать на защиту и сражаться до смерти, он согласился, ладно, вот изнасилуйте моих дочерей, гостей не трогайте, но все-таки гости. То есть, безумие окружения стало нормой для человека, для которого это должно было быть просто, осознанным, однозначным грехом, табу. И вот в этом безумном мире живет человек, который отличается от всех остальных. Я полагаю, ему было чрезвычайно тяжело. Я уверен, что Ною приходилось сражаться со своими мыслями, с желанием плоти, с
соблазнами вокруг. Знаете, когда вокруг тебя безумие происходит, когда воруют все, когда злятся все, когда блудят все, когда извращение есть норма, причем угрожающая норма, норма, угрожающая твоей праведности, твоему ясному мышлению. Сохранить самообладание, это дорогого стоит. И невозможно это сделать без Бога. Вот почему Исаия напоминает нам: твердого духом ты хранишь в совершенном мире. В этом безумии, которое творится сейчас, вокруг нас, не только в стране, вообще в мире, невозможно оставаться с ясным рассудком, сохранять достоинство человеческое, которое Бог нам подарил. Мы созданы по образу и подобию Божию. Невозможно сохранять самообладание и целостность личности, если ты не ходишь пред Богом, если ты не на связи с Ним. Есть масса искушений соскочить на светскую психологию, упасть, там, вляпаться в какой-то секуляризм и, ну, не отрицая Бога, верить в наличие еще какой-то такой вот силы, которая балансирует. И знаете, есть искушение, очень большое искушение, стать обычным человеком, нормальным человеком в нормальном обществе, когда это общество давно уже извращено, изуродовано, когда те, кому Бог дал власть, позволил еще иметь власть, извращают законы, извращают нормы и показывают пример. И это, здесь вообще отдельная тема про сынов человеческих, которые стали входить к женам. Я здесь тут накопал мысли, это потом как-нибудь расскажу. Этому очень трудно противостоять. И здесь я еще хотел бы вернуться раньше немножко в истории бытие и коснуться ситуации с Каином. Как может мир, как он мог превратиться вот в такое безумие? Как люди могли стать такими жестокими, такими злыми? Мы иногда задаемся вопросом, как можно так насиловать дубинкой женщину? Как можно издеваться над такими же людьми, как вы? Как можно изуродовать жизнь другого человека настолько, что человек пытается покончить жизнью самоубийством прямо в зале суда, воткнув себе ручку в горло? Как можно дойти до такого состояния? Неужели чьи-то матери учили этому? Неужели это где-то преподавалось? Ну как человек может доходить до такого? Ведь все же маленькие детки такие милые пупсики. Им же всем попку чмокают. Ну как это вот маленькое существо вырастает в такого монстра? Посмотрите, я думаю, что очень полезно обратить внимание на самое первое зло, на самую первую смерть, на самое первое человекоубийство, которое произошло в истории человечества. Когда Каин убил Авеля, это тоже отдельная тема, но Каин убил Авеля. Вы только вот вдумайтесь. Каин убил Авеля, написано вот 3 слова. Но представьте себе, что вообще произошло там. Ведь Каин, он вообще не думал, он не предполагал, он никогда не видел смерти человека. Каин, как он убил Авеля, тоже не описано. Там только написано, что вот они в поле пошли. Но что там в этом поле произошло? Некоторые мудрецы еврейские говорят, что Каин по факту ничего не делал с Авелем. Он просто оставил его рядом с дикими животными, и его животные растерзали. Это смерть, но если он не помог брату своему, то он стал соучастником. Кто-то утверждает, что он схватил орудие, которым он
собирал урожай, ну, какие-то режущие предметы, которые там у него были, может быть, нити из конопли, которую он сплетал, чтобы связывать там пучки своих этих урожаев. Ну, короче говоря, что-то он взял и этим предметом убил. Может быть, он просто схватил своего брата и, пытаясь каким-то образом его, ну, доставить ему неудобства, задушил, не зная, что так можно убить человека. Он не видел никогда смерти, он не смотрел фильмы ужасов, он не знал, как можно убить человека. Но он это сделал, он лишил жизни своего брата. И потом, когда Господь, увидев Каина, обращается к нему с вопросом. Вообще в Библии всегда, когда Господь задает вопросы, не потому, что Он хочет узнать ответ, Он и так все знает. Он задает вопрос, чтобы мы увидели ответ, чтобы мы услышали ответ и ужаснулись, чтобы мы увидели в этом ответе себя, свои действия, свои поступки и пришли в ужас от того, что мы натворили. И он обращается к Каину и задает вопрос: почему ты так огорчился? Что у тебя, когда он жертву его не принял? Что с твоим лицом? И когда он спрашивает у Каина, что с тобой случилось, если ты делаешь добро, то ты не поднимаешь ли глаз? А если ты делаешь зло, то у дверей грех лежит. Смотрите, 7 стих 4 главы. А если не делаешь доброго, даже не делаешь зло, а если не делаешь доброго, если ты не сделал доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Вот здесь есть такая мощная штука. Бог говорит, предупреждает Каина: я знаю твою греховную природу. Я знаю, что после Адама грех вселился в людей. Он не просто вселился, он не просто владеет тобой, ты неодержим. Этот грех, слово, которое здесь переведено на русский язык, на иврите, на древнем иврите, означает скотину, которая лежит на пороге. Вот иногда бывает собака там, или в таких не очень опрятных семьях свинья могла лежать на пороге. Еще что-то такое, корова там может развлечься, если порог большой. Ну, короче, здесь имеется в виду какая-то нечистая плоть, и, возможно, даже это могло быть какое-то жертвенное животное, которое приносили в жертву за грех, потом, впоследствии. Этим же термином обозначается. И Бог говорит, Он предупреждает: этот грех, он лежит на пороге, у твоих дверей. Вот порог — это символ входа-выхода. То есть ты можешь позволить ему влиять на тебя, а можешь не позволить. Это не значит, что ты должен его уничтожить. Уничтожить не получится, потому что это духовная субстанция. Это не вещество, это идея. Но контролировать ее ты обязан. И когда он задает этот вопрос Каину, Каин уже тогда в свои мысли позволил войти этому греховному сознанию. Он не стал его контролировать, он не стал его обуздывать, что в силах человека. Поймайте, это важно. Люди говорят: ну что я сделаю, ну у меня характер такой. Вот эта фраза разрушается сейчас идеей Бога. Ты должен господствовать над ним. Ты господствуй над ним. Ты господствуй над характером. Не характер должен вести тебя в бордель, а ты. Ты должен запретить своим устам произносить глупости. Ты должен запретить своим мыслям развиваться, разыгрываться, фантазии своей. Потому что я сделал тебя по образу и подобию своему. Ты творец. Ты можешь эту энергию, Господи, дай мне мудрости все это донести. Зло, ярость, агрессия проявляется в действиях. И поймите, Бог
предлагает Каину не уничтожить эту агрессию, а управлять ею. То есть, когда приходит враг, когда что-то угрожает тебе, человеческий организм должен мобилизоваться мгновенно, чтобы отразить эту агрессию, проявляя себя в действии, защищая, отчаянно сражаясь, противостоя и побеждая в этом, прославить Бога за то, что у человека есть этот потенциал. Но люди извратили путь свой. Это значит, что они вот этот потенциал, вот эту энергетику, эту силу направили против брата. И самое большое, самое жуткое, что происходит с человеком, когда в самом первом человеке, когда Бог обращается к нему, и после убийства, 9 стих, и сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? Разве я обязан следить за ним? И еще одно слово, которое скрыто в этой фразе, оно на русский переведено сторож, охранник, но в иврите это слово обозначает забота. Разве я обязан заботиться? Вот так в Торе трактуется эта мысль. И по идее, он взрослый человек, он самостоятельный, он сам себе жертву придумал. Типа, что я должен за ним следить? Вот здесь кроется самая большая проблема Каина с точки зрения Бога. Даже не убийство. Убийство – это ошибка, это опрометчивый шаг, за что потом он поплатился. Но то, что было глубже в сердце, Бог хотел, чтобы братья заботились друг о друге. Иисус говорит: да любите друг друга. А Каин говорит: я не обязан его любить, я и заботиться о нем не обязан, я и следить за ним не обязан. Вот здесь самая большая трагедия Каина. Потому что Господь, создавая этот мир, очень хотел, чтобы люди служили друг другу, заботились друг о друге. Вы, братья и сестры. Вот какая главная идея. Когда не будет войн, когда люди будут заботиться друг о друге. Но из-за вот этого мерзкого, такого изуродованного, извращенного мышления Каин решил уничтожить брата. Почему? Потому что на жертву Каина не презрел Господь, не принял ее. Понимаете, он увидел эту жертву. И он понял, что да, для Каина это, видимо, жертва. Вот так решил Каин принести жертву. Но увидел Авеля, или правильно по-еврейски имя Гевель, что означает вообще суета, или пар, приходящий и исчезающий. Вот почему Авель так недолго жил. Его имя означает суетность, несостоятельность, безосновательность. Время пребывания короткое. Но Авель принес жертву, которая была по сердцу ему и Богу. Он принес по-настоящему жертву. И я уже как-то говорил об этом, но сейчас немножко шире. Чем отличается язычество, любой вид язычества, от христианства? В язычестве жертвы приносят ради Бога, ради того идола. Жертвы приносятся идолу. А в христианстве жертва приносится пред лицом Бога, но ради себя, из-за себя и для себя. И таким образом жертва говорит о сердце человека. Каин просто исполнил обряд. Он решил принести вот эти плоды, чтобы показать Богу: я тебя почитаю, чтобы потом снова пожать плоды для себя. Чтобы потом снова кушать морковку, капусточку. Это язычество, это вот чистой воды идолопоклонство. Ублажить Бога, там, дождебог или там
тот, который молниями повелевает, или там какими-то другими стихиями, чтобы мне на земле было хорошо, чтобы урожай пришел. Авель принес другого рода жертву. Он принес жертву поклонения, он принес жертву благодарности. Вот мои стада, и лучшее, первое из них я отдаю тебе. Это говорит о сердце, о расположении сердца. Вот что значит ходить перед Богом. И здесь я знаю, что многие люди уже перестали жертвовать. Я знаю, что многие перестали приносить жертвы, уделять десятую часть, десятину. Как бы это на совести каждого и по расположению сердца. Может быть, лучше действительно ничего не давать, чтобы не запутаться. Лучше от сердца давать. Но здесь очень важный момент. Бог увидел сердце через жертву. Что ты жертвуешь? Чем ты жертвуешь для Бога? Чем ты жертвуешь для себя? Что ты показываешь Богу? Чем ты говоришь с Богом? И удивительно, что Каин даже после разговора с Богом, после призыва Бога по факту раскаяться, покайся, Каин, что ты натворил? Даже после этого он говорит, я не обязан за ним смотреть был. Это твой младший брат. Ты первенец, на тебе ответственность. И здесь, опять же, многие богословы, еврейские богословы, я сейчас много изучаю именно вот этого еврейского контекста Ветхого Завета, потому что, как ни крути, он был все-таки в глубине еврейского понимания, еврейской философии. И знаете, что там обнаруживается? Каин был первый, он имел первенство. И написано, что он принес жертву. А потом, если внимательно читать, и Авель решил принести жертву. И почему он решил принести жертву? Мудрецы утверждают, что когда Каин принес свою жертву, Авель увидел, что это не то. Он почувствовал, что это не то, что хочет Бог. Каким-то внутренним ощущением, интуицией, духом Авель понял, что эта жертва неправильная. И он принес от первородных стада своего. Таким образом, пытаясь защитить брата от неправильного жертвоприношения. А Каин увидел в поступке Авеля соперника. Ты младший, я главный. Помните, когда Иов приносил жертвы за всех своих детей, понимая свою ответственность за свою семью? Иов приносил жертвы, будучи главным, будучи старшим в семье, старшим мужчиной. Эта ответственность лежала и на Каине. Но Каин ошибся. Авель исправил эту ошибку. И вместо того, чтобы Каин поблагодарил Авеля за то, что Господь сохраняет отношения с ими обоими, он убивает его из ревности, из страха, что появился соперник. И убив Авеля, он думал, что теперь он будет единственный, кто будет действовать правильно, и чью жертву Бог обязательно должен будет принять, вынужден будет принять. Эта драма продолжается до сих пор. Кто-то совершает ошибки, кто-то пытается исправить эту ошибку, но его убивают, потому что слишком много ярости, слишком много злобы, слишком неприятно и слишком опасно, будучи главным, будучи старшим, иметь рядом с собой того, кто мудрее. Младше, но мудрее, умнее. И самое удивительное, достойнее. И это больно. Это очень тяжело. Это очень сложно. Признать собственную несостоятельность. И поколение Каина, представьте себе, 7 поколений. 7 поколений привели эту землю в безумие, в извращение, потому что из поколения в поколение Авель был мертв. Каин транслировал эти мысли, эти идеи, этот пример
Если просмотрите жизнь Ламеха, то тот еще даже и хвастался тем, что он поубивал там всех. Этот пример стал нормой. Этот абсурд стал нормой в первобытном, допотопном поколении людей. И знаете, я так рад, что у Бога все-таки был план. Он нашел Ноя, который ходил перед Богом, который таки овладел, который научился управлять тем грехом, который лежит на пороге. Он научился контролировать свои эмоции. Он научился действовать так, как того хочет Бог. Он стал управлять характером. Он стал управлять этими обстоятельствами. Он стал противостоять этим обстоятельствам. Он научился этому. И поэтому обрел благодать. И знаете, что удивительно, кроме всего прочего? Ведь Ной был женат, вы помните, там Ной вошел с женой со своей и с 3 сыновьями и их женами. Так вот, жену Ноя зовут Наама, звали Наама. И парадокс заключается в том, что Наама, Ной потомок Сифа, а Наама его жена. Сифа как восполнение праведности, что ли. А Наама, она через 7 поколений после Каина. Внучка Каина. И несмотря на то, что в ней текла кровь своего праотца-убийцы, она оказалась достойной этой спасительной миссии. Они вошли в ковчег и позволили появиться новому человечеству. А теперь самое удивительное, с чего я начал. Вы помните, что ковчег имел пропорции? 300 локтей в длину, 50 в ширину и 30 в высоту. Дело в том, что не хочу вас загружать этим сильно глубоко, но существует такая, знаете, в еврейской культуре существует такая наука, гематрия называется. Она позволяет подсчитать значения, цифровые значения еврейских букв, суммировать и из этого произвести понятие. Ну, то есть в еврейской письменности, в еврейском алфавите нет цифр. У них каждой букве присвоено свое значение, цифровое значение, число. И вот если соединить, сплюсовать пропорции корабля Ноева ковчега, который построил Ной по размерам Божьим, то получается 380. Так вот, 380 по Кемантии как раз и обозначает слово или термин, или понятие шалом. То есть, по факту, Бог уже тогда вывел человека из хаоса, из безумия, ввел в свой шалом. Вокруг был шторм, вокруг была стихия, вокруг было безумие, а внутри был шалом. И именно этот Божий шалом помог сохраниться Ною и его семье и дать начало новому рождению. И моя молитва о том, чтобы, дорогие мои, что бы ни происходило вокруг, во-первых, постарайтесь сохранить мир внутри, шалом внутри себя. Во-вторых, просто мобилизуйте себя, заставьте себя, приучите себя иметь, насколько это возможно, как Павел пишет, мир с окружающими людьми.
Мир не значит там лобызаться, целоваться или льстить, а выстраивать отношения настолько грамотно, чтобы максимально, насколько это возможно, избежать убийства, избежать смерти, избежать духовной или душевной смерти человека. И третий момент. Нам нужно научиться иметь шалом, мир, отношения с Богом. Это по факту главное. От Него все происходит. Давайте будем всегда на связи с Господом. Давайте будем всегда на связи с Его Словом. Изучать Его, исследовать, благодарить Бога за то, что Он нам уже дал. И тогда у нас будут силы проходить и пандемию, и политические, социальные, культурные катаклизмы. И несмотря на то, что творится вокруг, какое безумие творится вокруг, Бог будет давать мир внутри. И этот мир будет настолько очевиден, что кому-то захочется иметь это же самое. И у тебя спросят однажды, как тебе удается, как ты умудряешься, как у тебя это получается. 10 человек ухватятся за полу одного иудея и будут просить показать Господа. Вот о чем мечтает наш Господь. Я вас очень люблю, я вас благословляю. И пусть это слово, пусть эти мысли, эти исследования, может быть, откровения для кого-то, помогут вам формировать ваше поведение, вашу жизнь, помогут вам стоять твердо, четко, ясно в этом безумном, 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 безумном мире. Я верю, что у Господа для каждого из нас достаточно благодати.